Привет, друзья мои! Вторая часть обзора экшн-камеры CG6 Legend. В этой части я вам расскажу о режимах съемки и настройки камеры. А также в конце подведу итоги. Версия ПО 1.4.1. Значит, как устроено? Существует выбор режима съемки. Вот они. И настройки. Настройки, есть общие настройки. Вот они. Где можно выставить язык. Очень много языков. Очень много. Многоязычное, очень много языков. Значит, можно выставить дату, время, включить форматирование. FPV. Это режим включается, когда вы используете камеру на квадрокоптере. Это специально для этого режим. Режим ТВ. Можно выбрать PAL SECAM. Не знаю, я снимаю на PAL. Power on Records. Включить-выключить. Это если вы включаете камеру, у вас сразу же камера начинает снимать. Один момент. Если у вас выставлено здесь, соответственно, в настройках, в общих настройках, вам нужно выставить еще вот здесь тот. Здесь есть такой пункт, вот, Power on Mode. То есть это в зависимости от того, что вы выберете здесь, какой режим съемки камеры. Соответственно, при включении камеры, если у вас включен режим Power on Records, соответственно, у вас будет снимать тот режим, который вы выставили в общих настройках. Автовыключение питания. Можно настроить автовыключение питания, соответственно, но если вы долго снимаете, вам этот режим нужно отключить. Дальше звук кнопок. Видите, у меня включен, выключен. Это работа кнопок у вас будет слышна. Установка света. Это световые индикации, которые показывают, когда камера работает. Их 6 режимов, и работают они, ну, вот так вот. Отключение экрана. Соответственно, если хотите сэкономить аккумулятор, можете отключить экран через определенное время. Частота сети. Тоже немножко я не могу понять, зачем она 50 или 60 Гц. Потому что я пробовал и так снимать, никакой разницы я не заметил. Читал в обзорах, что 50 Гц ставишь и светофоры не моргают. Не знаю, я снимал и все равно моргают. Поворот изображения. Ну, поворот изображения это нужно, если вы, например, камеру переворачиваете, чтобы у вас картинку потом в видеоредакторе не переворачивали. В принципе, эта вещь удобная, я несколько раз пользовался. Водяной знак. Ну, соответственно, это включить-выключить будет у вас CG6 Legend написан. Ну, соответственно, сбросить все настройки до заводских. И версия ПО 1.4.1. Вот это что касается общих настроек камеры. Теперь настройки самой работы камеры. Это вот этот вот верхний. Вы задаете режим работы камеры. Будь то видео, интервальная съемка, медленная запись, кадр, фотолапс, серийная съемка, видео плюс фото, режим автомобиля и подводный. Соответственно, какой режим съемки вы выставите здесь? Вот, например, если мы выставим интервальную съемку, то в настройках у нас уже будет, мы будем задавать настройки интервальной съемки. Если мы выберем, ну вот
замедленную запись, то, соответственно, в настройках у нас уже будет настройки замедленной съемки. Это тоже удобно, лишние у вас не появляются, и появляется именно то, что нужно. Ну а теперь давайте пробежимся полностью. Значит, режим видеосъемки, настройки, разрешение видео. Очень много настроек, но в основном все 90% снимает 1080-60. Хотя настроек очень много. Цикличность записи. Цикличность записи, ну, это если вы пользуетесь камерой как видеорегистратором. Соответственно, здесь можете задать интервал, и у вас этот интервал по кругу будет снимать. Угол обзора. 3 угла обзора. Широкий, средний и узкий. Сейчас снимает, видите, узкий режим. Вот он, средний режим. И вот широкий. Какой здесь есть нюанс? Если вы в настройках задали коррекция изображения, то есть исправление рыбьего глаза, еще так по-простому сказать, вот она у нас включена, то угол обзора мы с вами поменять уже не можем. Вот мы, например, выставляем узкий, а у нас, видите, как был широкий, так и есть. Угол обзора меняется только если у вас выключен режим коррекции изображения. Это нужно иметь в виду. Видите? Как только выключаем, сразу у нас появился режим. Дальше. VDR. Это режим, который позволяет, когда у вас такая контрастная съемка, когда много солнца, тени, чтобы у вас было все хорошо видно и на свету, и в тени, этот режим лучше включать. Также этот режим лучше включать ночью. Ну, а, честно говоря, у меня он почти всегда включен, потому что мне нравится более такая контрастная съемка. Ну и чтобы все это дело было видно. Следующий пункт – гироскоп. Стабилизация. Разделена на 3 пункта. Выключено совсем, низкий уровень и высокий уровень. Исходя из опыта, я в основном работаю с низкой. Но особо большой разницы между низкой и высокой стабилизацией я не заметил. Иду по льду, очень скользко.
Дальше, запись звука. Ну, это, соответственно, камера у вас будет писать звук, либо не будет писать звук. Соответственно, можно выключить, и у вас будет писать без звука. Громкость. Ну, громкость я снимал и на других уровнях, но на десятке это самое лучшее. Проза. Русский язык. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается дома. Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Проза. Русский язык. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается дома. Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Русская забава. Катаемся с горках. Горки суперские. Проверка записи выносного микрофона CG6 Legend. Да, сейчас записывается на выносной микрофон. Он у меня висит вот здесь. Вот он. Штамп, даты, время. Но это на ваших фотографиях и на вашем видео будет стоять дата. Мне это категорически не нравится. Формат видео может снимать в MP4 и в MOVI. Битрейт. Битрейт высокий, средний, низкий. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения. Но чем выше битрейт, тем у вас файл ваш будет весить больше. Дубли файлс. Но это удобно тем, кто сразу отправляет, например, видео, то есть снимает сразу двумя файлами. То есть один большой файл с большим разрешением, а другой это маленький файл, который, ну я не знаю, чтобы переслать по почте или опубликовать быстренько на телефоне. Power on Records, это я вам говорил. Резкость. Резкость высокая, нормальная, норма и низкая. Выглядит это вот так вот. Резкость высокая, метеринг центр. Резкость норма. Метеринг центр. Резкость низкая. Метеринг центр. Баланс белого. Авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания и лампа дневного света. Ну, соответственно, сравнение, смотрите. Режим цвета изображения. Это фильтры, установив которые у вас сразу будет видео сниматься с фильтром. Норма черно-белый, ретро, теплый и холодный. Ну, выглядит это вот так вот.
Экспозиция. Грубо говоря, можно чуть-чуть подсветлить картинку, либо чуть-чуть подтемнить. Я почти всегда снимаю на минус 1/3. Люблю более такую контрастную, темненькую картинку. Следующий пункт – это митеринг. Когда появилась камера и появилась прошивка 1.0, этого пункта не было. Вообще это очень удобный пункт. Митеринг – это выбор замера экспозиции. То есть по какой точке в кадре будет замеряться экспозиция. Авантаж – это общий, то есть берет среднюю картинку по всей, абсолютно по всему кадру. Центр – это берет среднее по центру. И спот, самый интересный режим замера экспозиции, это выборочная, точечная экспозиция. Как это выглядит, посмотрите. Поэтому это очень хорошо, что появился режим замера экспозиции, а особенно режим спот. Ну и коррекция изображения, это ее можно включить, выключить. Соответственно, это избавление рыбьего глаза, ну, позволяет искривить, так как это все-таки камера широкоугольная, чтобы исправить эти изгибы. Выглядит это вот так вот. Вот это что касается настройки камеры в режиме видео. Режимы съемки. Видео. Обалдеть! Интервальная запись.
Соответственно, в интервальной записи вы можете... Это таймлапс. Вот так вот выглядит. Интервал записи 1 секунда, 2, 5, 10, минута. Или, например, вот так вот выглядит. Медленная запись. Можно -2, -4 и -8 с замедлением в 8 раз. Дальше кадр. Ну, кадр — это фотография. Я почти никогда не снимаю фотографии, но что можно сказать, что преимущество ее — это широкий угол. В путешествиях, конечно, чтобы сняться рядом с каким-нибудь историческим объектом, чтобы и объект был виден, и вы, для этих вещей, конечно, широкоугольная камера — это хорошая. Следующий режим съемки — это фотолапс. Ну, фотолапс — это, грубо говоря, у вас будет фотография, фотографировать. То есть можете выставить таймер и, соответственно, потом уже самому смонтировать таймлапс. Здесь есть режим RAW фотографии, которые вы можете потом в RAW-редакторах поправить. Но, честно говоря, я экшн-камеру использую в основном 99% это для съемки видео. Но возможность такая есть, поэтому кто-то пользуется. Значит, следующая серийная съемка. Ну, это серия кадров, соответственно, вы можете выбрать 3, 5, 10. Следующий режим — это видео плюс фото. Ну, вот это тоже может быть интересный режим. Соответственно, он во время съемки делает фотографию. Соответственно, здесь можете выставить, через сколько секунд у вас будет делаться фотография. Ну, это, например, удобно, если вы с квадрокоптера снимаете или с какой-то там дистанционного объекта. Вы можете установить, у вас, например, каждую там 10-30 секунд помимо видео будет сниматься фотография. Поэтому, в принципе, это тоже такой интересный режим. Следующий режим — это режим автомобиля. Но это видеорегистратор, как я вам уже говорил. Ставите разрешение видео какое снимать, цикличной записи, если вам нужно. Соответственно, можно использовать камеру для видеорегистратора. Следующий режим — это подводный режим. Соответственно, сейчас зима. Испытать я покупаться нигде не могу, но я вот испытал ее вот здесь. Смотрим. Что на удивление, камера себя показала очень хорошо, хоть там было и жарко, и перемена температуры. Потело, конечно, но также можно посмотреть вот этот значок. Это посмотреть отснятый материал. Можете убыстрить до 8 скорости и на 8 посмотреть все, чтобы вам быстренько просмотреть кадр.
Вот некоторые фишки экрана. Например, если прикоснуться, то у нас пропадут с вами настройки и вся информация. Соответственно, это удобно, чтобы когда снимаешь, и так экранчик маленький, но зато видно зону съемки. Соответственно, сейчас у нас с вами выставлен режим видео. Если мы проведем вправо, у нас будет фотоаппарат. Соответственно, если провести вниз, у нас появляется с вами меню, где можно войти в Wi-Fi. Вот это горит дистанционный пульт дистанционного управления, соответственно, режим вот это вот на квадрокоптер, когда устанавливать, или защита, включается защита. В меню войти можно, либо нажав выйти крестик, либо нижней кнопочкой мы входим в меню. Если проведем вверх, то у нас выйдет вот это меню с режимами съемки камеры. Вот это что касается режимов съемки. Вот такие вот настройки. Ну что, друзья мои, время подведения итогов. Я вам расскажу свои ощущения о камере CG6 Legend. Мне понравилась съемка при хорошей освещенности на улице и особенно в помещении. В помещении картинка очень такая насыщенная, живая. Я бы даже сказал, немножко похожа на зеркальную камеру. Вот я снимаю Canon 650 и видя в видеоредакторе, ну, очень близкая картинка. Вот это вот мне очень понравилось в этой камере. Также мне понравилась еще съемка в помещении с не очень хорошей освещенностью. Если, например, смотрели хорошо обзор, где в бане, то видели, что там освещенность довольно-таки маленькая, а картинка получается и резкая, и цветопередача хорошая. Это вот что касается съемки. В съемке я бы еще добавил к плюсу это появление режима замера экспозиции. То есть 3 режима теперь. И особенно бы отметил режим спот, который в определенной съемке очень необходим. Вторым плюсом я бы отметил удобство. Удобство работы с камерой. Это тот же самый тачскрин, само плиточное меню. Теперь мы выбираем режим съемки, и исходя из этого режима мы уже делаем настройку камеры. Тоже безусловный огромный плюс в удобстве – это обновление прошивки камеры через приложение по Wi-Fi. Ну это просто молодцы. Также к удобству я бы отнес возможность подключения дополнительных аксессуаров, будь таких как микрофон и особенно вот этот вот пульт дистанционного управления. Ну это просто вот это вот просто потрясающий аксессуар. Вот с его появлением я все время теперь работаю только через него. Включаю, выключаю камеру, начало съемки только через него. Очень удобная штука. Также к удобству я бы отнес такие тонкости, как, например, слот для карты памяти. Теперь он расположен не с краю, а в середине корпуса, что, согласитесь, удобнее доставать карту памяти и вставлять ее обратно. Резьба
днище. Камеры тоже, тоже удобно. Вкрутить камеру без всяких дополнительных аксессуаров. Наконец-то нормальная крышка, которая закрывала аккумулятор. Но согласитесь, то, что было раньше, и она улетела, но это просто. А сейчас полноценная задняя крышка, которая на скобе открывается, закрывается, никуда уже не потеряется. Почему так нельзя было сделать раньше? Честно говоря, не знаю. К плюсу можно отнести увеличенную емкость аккумулятора до 1000 мА. Камера теперь стала работать дольше. По сравнению с 5000 мне есть чем сравнивать. CG6 работает дольше. Хотя я думаю, что все равно, как минимум, в камере должен быть аккумулятор не меньше 1300 мА. К минусам я бы отнес не совсем стабильную работу тачскрина. Не всегда с первого нажатия, например, заходишь в меню. Но вот ты выбрал режим, нажимаешь, и не всегда с первого раза ты попадаешь внутрь. А иногда при нажатии он тебя перебрасывает в начало меню. Поэтому хотелось бы постабильнее работу тачскрина. Самое большое, что мне не понравилось в этой камере, это ночная съемка. Она желтая. То есть очень камера желтит. Если при дневном освещении и в помещении это добавляет теплоты и делает картинку более естественной, то при съемке ночью это сразу же вылазит в такой довольно-таки приличный недостаток. Хотя в оправдании можно сказать, что сейчас все-таки зима. И сейчас, если так посмотреть, и на улице все желтое. То есть это желтые фонари, желтое небо в облаках, это желтый снег. То есть везде сплошная желтизна. И, соответственно, картинка тоже из-за этого получается желтой. От этого можно немножко избавиться, если, например, ночью снимать в режиме замера экспозиции спот. Тогда она чуть-чуть так как подтемняет картинку. И использовать режим VDR. Также к минусу я бы отнес нестабильную работу, съемку в ночное время при большой освещенности. Если вы смотрели первую часть обзора, вот там, где в конце сравнительное видео день-ночь, если внимательно смотрели ночную съемку, то там можно заметить, что вот фокус есть, потом бац, он пропадает, потом бац, опять появляется, картинка становится четкой, потом бац, опять пропадает, бац, появляется. Это можно было бы, например, сказать, что это как, знаете, в камерах автофокусировка теряется и потом наводится. Но CG-Cam это широкоугольный объектив, и у нее фокусное расстояние одно, она не может фокусироваться. То есть у нее один фокус, который настроен. Вот такой вот тут эффект, это именно при яркой освещенности, когда темнота и яркая иллюминация вокруг. То есть много света, перепад такой, знаете, много света и темнота. Хотя в оправдании тут тоже можно сказать, что эта съемка происходила, камера была на улице, а на улице был минус 20. А все-таки с учетом того, что камера не предназначена при съемке при минус 20, это можно списать на это, что не справляется сам сенсор, там, я не знаю, замерзает или чего-то, или линзы там чего-то. Но вот такой эффект есть. Я обязательно к этому вернусь весной, когда будет яркая, насыщенная картинка, когда ночи будут черные. И тогда уже можно будет точно определить и точно показать, как снимает камера ночью. Пока есть вот такая вот нестабильная работа при съемке ночью. Но не просто ночью, а именно когда контраст
яркая освещенность и ночь. И вот такие вот перепады. Вообще, если подводить итоги, то мне эта камера понравилась. В принципе, когда я первый раз о ней услышал, и когда почитал информацию, и когда сейчас я ее получил и начал ее снимать, и она полностью оправдала мои надежды. Потому что, в принципе, это камера того же класса, что и 5000-е. Только здесь добавлены, грубо говоря, аксессуары, тачскрины, экранчики, вот такие вот фишки, что можно сделать, да, там, грубо говоря, 5000-е это машина в базовой комплектации, а CG6 Legend это там в высшей комплектации. Но по классу это камеры одного класса. Вот CG7 это уже другой класс. Поэтому вот я жду с нетерпением CG7. Ну, на этом надо заканчивать. Если был полезен, жду от вас. Оставляем комментарии. Помогаем другим людям определиться. Отвечаем на их вопросы, потому что мне задают, а я не всегда знаю ответы. Поэтому, если вы видите вопрос и знаете на него ответ, напишите, помогите человеку. Кто не смотрел первую часть обзора, ссылочка здесь. Подписываемся на канал. Ну и до новых встреч!